Держись, Серега, потерпи еще немного. Вы уже догадались, наверное, конечно же, это видео будет посвящено Сергею Лещенко. И я не хочу присоединяться к той стае подонков, которые сейчас пытаются пнуть Сергея за то, что он приобрел себе 200-метровую квартиру в элитном новострое. За сколько там? За $500 000? Да и не важно это за сколько. Суть в том, что после того, как была обнародована данная информация о покупке недвижимости, сейчас кто только не спешит пнуть Сергея. И это здорово, потому что если я борец с фейками, и вдруг начинаю клепать фейки, делаю видео, состоящее сплошь из фейков, значит, по мне должен быть удар в 10 раз сильнее. И я принимаю его с благодарностью. Точно так же и по Сереже. Если он вдруг возомнил себя ангелом света и борцом с коррупцией, более того, они заявляют, мы борцы с коррупцией, молодая команда, значит, он должен с благодарностью принимать то, что началось. А началось... Ну а пользователи соцсети уже придумали и распространяют фотожабы на тему приобретения народным депутатом Сергеем Лещенко квартиры в центре Киева. Так пишут, что еврооптимисты берут взятки в евро, а квартирооптимисты в квартирах. Лещенко изображают в виде сказочного персонажа Пиноккио, у которого растет нос, когда он говорит, что деньги на квартиру дала любимая женщина. Ну и также Сергея Лещенко изобразили на картине в образе Юлия Цезаря. Напомню, именно такое полотно нашли в доме Виктора Пшонки, генпрокурора времен экс-президента Виктора Януковича. Мы будем интересоваться у Сергея Лещенко, правильно ли публиковать информацию о жилье людей, которые наделены властью. Вот Сергей народный депутат. Правильно ли это, Сергей? А Сергей отвечает да. Сергей говорит, вот вам дом Фирташа на Лазурном берегу Франции, к примеру. Видите, это с канала Сергея. А вот вам незадекларированный дом Левочкина на Лазурном берегу Франции. Видите? Правильно, глуши их, Серега. Вот дом Пескуна на Лазурном берегу Франции. Глуши их, Серега. Не давай им проспаться. Вилла украинского коррупционера на Лазурном берегу. Лазуровому. Державная дача Литвина. Это еще старые. А вот дача Богатыревой. Глуши их, Сережка. Вот там еще и дом депутата Шарова. К слову, депутат Шарова, заработал на дом при Януковиче. И прекрасно они все лизали задницу Януковичу. А потом его дочка, депутата Шарова, начала в соцсетях смеяться над овощем Януковичем. Да, смешно. В общем, Сергей всей своей деятельностью показывал, что это нормально. Показывать, где живут вот эти вот все граждане. Единственное, что меня смущало, что Сергей рассказывал, я прилетел, я заснял. Я не думаю, что Сергей прилетел куда-то. И Сергей там что-то заснял. Также меня смущали рассказы о том, как он пришел в мэрию и говорит, дайте документы, и ему предоставляли информацию о том, где тот или иной человек живет. Ему, знаете, могли бы разве что предоставить направление, куда ему пойти после такого вопроса. Но это все частности. Глуши, Серега. Глуши, Серега, из жизни предателей, поместья Азаровых. Глуши. Смотрите-ка, планы. Мощные расследования Серега проводил. Медведчука давай. Глуши. Яхта 150 миллионов. Глуши, Серега. Вот здесь он глушит экс-генпрокурора Пескуна. И тут надо просто понимать, что у меня нет никакого пиетета или там теплых чувств к тем людям, которых он глушил. Но мы не о них говорим. Да, бог с ними. Мы о Сереге говорим. Серега показывал, что это нормально. Интересоваться, сколько недвижимость стоит. Ну расскажи, сколько дом стоит. Вилла во Франции за так пару-несколько миллионов евро. Господин Пескун спокойно оказался владельцем недвижимости, который где-то в украинской декларации он забыл указать. Правильно, Серега, глуши. В декларации обязаны показывать свою недвижимость. Молодец. А сам владеет виллой вот во Франции, на Лазурном берегу. Я лично эту виллу своими глазами видел летом прошлого года, когда проводил расследование. Тогда Серега везде лично летит и снимает все. Нет, ему не на почту присылают готовый материал. Он это сам все расследует. Серьезно. Так сколько дом стоит, расскажите, во Франции? Так. У трижды генпрокурора, сколько дом стоит во Франции? Здесь... Цену назовите. Слушайте. Назови цену дома. Давай, Серега, тролль его. Тролль, нормально, давай, так и должно быть. Цена, сколько за дом заплатили во Франции, на Лазурке? Сколько стоит дом? Ты что, ненормальный? А вот Серегу самого спрашивают, а какая у тебя есть недвижимость? И там скромно так все. Моя нерухомість, яка належить мені, це одна квартира і третина в іншій квартирі, вона вся задекларована. Там ці метри, які вказані, вони не вражають. Тогда у него элитной недвижимости еще не было. И там скромненькие какие-то, 28 метров, там какие-то 50 метриків. Протягом 2014 року я задекларував
такі надходження з-за кордону. Почнемо по країні походження. В США це було заплачено за стипендію імені президента Рейгана. Это то, о чем сейчас как раз Сережка говорит, что, в общем-то, заработаны были деньги еще в 2013-2014 году. А он их сохранил. Не тратит человек практически деньги, все время сохраняет. Не в банке причем, потому что доверия украинским банкам нет. И это тоже нормально, ничего страшного. Мої гроші, вони справді всі задекларовані, і мої гроші були отримані як результат роботи в «Українській правді». Сейчас Сергей рассказывает, что часть денег своих он вложил, те, которые у него были заработаны в 2014 году. И вот здесь он рассказывает, что все деньги его задекларированы. Ну, получается, наверное, не все деньги его задекларированы, что-то там лежало глубоко-глубоко под камнем, под скользким камнем. Дохід від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності. Вот, я как раз про это говорю. Вот доход как раз таки от предприемницкую деятельность за 2014 год 255 тысяч гривен. Саме Так. це що за приватний бізнес? Це був бізнес пов'язаний з «Українською правдою». 2014 год 255 тысяч гривен. Давайте мы даже посчитаем по божескому курсу. Будем считать, что это все-таки он заработал до того, как пришли реформаторы к власти. По 10 посчитаем. 25 тысяч долларов. 25 тысяч долларов Сергей заработал от «Украинской правды». И их, по всей видимости, вложил в квартиру стоимостью, там сколько, 400 тысяч долларов. Последняя декларация за последние 3 года. В вашей декларации за 2013 год написано, что ваша зарплата в «Украинской правде» была 3000. О, правильно. Возможно, он в 2013 году на «Украинской правде» больше заработал. И тогда под камень положил. Не вот эти вот жалкие 255 тысяч гривен, а вот в 2013 году. Но тут ему как раз таки говорят, что 3000 гривен он зарабатывал в 2013 году. Правда, Сережка утверждает, злые языки, ложь. Если мне память не Мне кажется, изменяет. вам изменяется, вам нужно внимательно Нет, у вас почитать. 36 тысяч написано за год. Зарплата. Мне кажется, вы путаете. Если есть 2013 возможность год. открыть, откройте. Давайте откроем, хорошо. Вы путаете. Сергей очень интеллигентный человек. На самом деле, там прямо таки вырывается. Это все заказ на меня. Заказ. Когда я рассказываю о чужом имуществе, это не заказ. А когда на меня, это уже заказ. Правильно, Серега? Это все заказ. Ложь. Там написано 36 тысяч. Мне искать дальше или нет? Ну, конечно, поищите. Да, хорошо, я ищу. То есть это все неправда. Нет, давайте вы поищите, и потом мы Я обсудим. пока ищу, чтобы мы не теряли время. И вот таки нашли. Действительно, 36 тысяч гривен в год. Давайте закончим. Смотрите, вот 36 Окей. тисяч заробітна плата. Давайте Бачите, читать вслух. несукупний доход. Сергей вырывает и начинает рассказывать об общем заработке за год. А там уже и гранты за защиту синих китов. Уже... Значить, А так. заробітна плата. Читаем вслух. 2013 год. Загальний сукупний доход 100 тисяч гривень. Заробітна плата 36. Страхові виплати Я 17. только- Подождите. Стоп. Дохід Я від только провадження об этом хотела вас Дохід від спросить. провадження Давай, Серега. Премия за защиту прав индейцев. Я не спрашиваю совокупный ваш підприємницької доход. діяльності 46 тисяч. Подождите, Премія Сергей. Норвегія 106 тисяч. Сергей, США ну при чём стипендія премія ваша 143 Норвегії? тисячі. И можно еще раз спросить Сергея. Слушай, Сергей, а вот ты так нервничаешь. Ничего оскорбительного нет в том, что тебя, народного депутата, спрашивают вообще про твои доходы. А он говорит, нет, ничего там страшного нет. Знаете, Не перегнуть палку. все равно мир идет в сторону прозрачности. И социальные сети, и интернет, и новые платформы. Это все делает нас прозрачнее, и рано или поздно это будет во всем мире. Я лично вот сейчас наблюдаю через Серегу прям стену сзади него. Он такой прозрачный уже. Просто Украине стоит это делать раньше для того, чтобы кроме органов наказания за коррупцию, как НАБУ, например, были еще органы контроля общественного. Верная фраза. Вот и поинтересовались у тебя. А сейчас вдруг Серега начинает говорить, заказ какой-то, заказ. Почему заказ? Людям просто стало интересно, потому что не все люди, секрет раскрою, не все люди в Украине могут себе позволить покупать квартиры по 400 тысяч долларов. Чтобы люди просто интересовались, кто сколько заплатил налогов, и таким образом контролировали друг друга. Но давайте быть честными. Сергей говорит, что он не только вложил свои деньги, которые заработал там, на «Украинской правде», это, по всей видимости, 25 тысяч долларов, которые он хранил под сердцем все эти годы. Но также он вложил деньги своей девушке Анастасии Тобольской, диджея. А еще он одолжил у Алены Притулы, владельцы «Украинской правды», 100 тысяч долларов на 10 лет. Частину грошей нібито йому позичила Олена Притула, співзасновниця видання «Українська
«Українська правда», де він працював. Это, по всей видимости, подарок от Алены Притулы. Я не знаю ни одного вменяемого человека, который будет 100 тысяч долларов одалживать на 10 лет по неизвестному проценту или без процента вовсе. Ну, какое-то странная какая-то Алена Притула. Алена, дай мне 100 тысяч. Да на! Это подарок? Самое интересное, что это трактуется как подарок на самом деле. То есть она является депутатом, ей дарится подарок на 200 тысяч долларов. Это, по сути, готовое уголовное дело. Ну, не я сказал, сам сказал. А что там по поводу девушки-диджея? А ще вклала гроші в нерухомість кохана Лещенка Анастасія Топольська. И вот уже тяжелая артиллерия обрабатывает сердца податливых избирателей. Тобольская пишет пост. Я совершенно не привыкла к жизни на показ. Все еще учусь. Сергей, я люблю тебя. Сергей, я много работала. Я мечтала. Мечтала о квартире. Я люблю тебя. Настя. Вот, Уляна и Сергей, дети. В конце будет фотография ребенка и Сережа. Сережа и ребенка. Только мы вдвоем знаем, как нам дались эти деньги. Мы тоже хотим узнать. Настя. И под постом понеслось. Совет да любовь, мы любим вас. Пусть злые люди завидуют. Это, кстати, в большинстве, наверное, пишут люди, которые живут сами в своих никчемных 40-метровых квартирах, да? А на самом деле версия, как-то не очень сложилась. У договорі Лещенко чітко зазначив, що ні з ким не проживає однією сім'єю, а гроші, витрачені на придбання цієї квартири, є його особистою власністю. Ну да, его девушка так мечтала о квартире, что взяла эти деньги, дала и говорит: Сережа, слушай, запиши эту квартиру на себя. Я так тебе верю, мы 18 лет вместе, поэтому все равно. У нас 4 общих детей. Зачем Сережа в договоре указал самого себя? И зачем эта тупейшая версия о девочке? Так Сережа нам сейчас объяснит. Есть новая легенда, это жена занимается бизнесом. Вот у всех коррумпированных прокуроров, когда начинаете их спрашивать, они говорят: так это не я вот работал на зарплату, это жена, так у меня профессиональный бизнесмен, она много зарабатывает. Так вот. Бывшая гражданская жена. Я не знаю, что вы прочтете на ее лице, но я как бы... І Сергій має зараз це довести, прокоментувати, відзвітувати, особливо як колишній журналіст-антикорупційник. По сути, единственные сейчас, кто так явно лизнули Сергея в пятую точку, это оппозиционный блок. Такая оппозиция серьезная. В свое время Сергей требовал, чтобы они свои квартиры продали. Обращение в Конституционный суд для того, чтобы отменить. А здесь уже рассказывается, что у Сергея такая репутация, а у Алены Притулы так вообще-то нет, никакой там коррупции явно нет. Он же на себя ее оформил, квартиру, да. На сьогоднішній день у мене немає підстав стверджувати, що Сергій Лещенко людина, яка має певну репутацію. І говорячи вже про Олену Притулу, яка... І квартира оформлена, не прихована на когось, а безпосередньо на Сергія. Интересно, а недвижимость Фирташа, которую показывал Сергей, там Левочкина, они тоже, получается, честно на себя оформили, не скрывали же, да? Короче, мое мнение, Планктон продолжит аплодировать из своих 40-метровых, это в лучшем случае, квартирок. Лещенко выдумает еще какие-то фантастические истории. Пнуть Лещенко захотят все, от и до, потому что уж многим слишком насолил. Шоу будет продолжаться, и мне страшно подумать, какие деньги на самом деле сейчас зарабатываются в Украине. Это, знаете, это просто рубилово какое-то. А вообще вдумайтесь, это каким жлобом надо быть? Это какая-то особенность украинских антикоррупционеров. Получив бабло, бежать сразу покупать в элитном доме, в таком 200 метров, хоромы. Еще будет там ремонт делать, тоже за, я не знаю, 100, наверное. Нет, чтобы затаиться, да, как-нибудь там, жлобство поперло. Вообще, держись, Серега, ты держись, слушай, вот такая антикоррупционная жизнь.